Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я начинаю новый цикл ритуалов. И этих ритуалов будет ровно 12, ибо знаков зодиака тоже 12. Я по-разному объясняла влияние знаков зодиака на судьбу человека. У меня есть лекция «Какое ты дерево» по знаку зодиака, можете найти, к богине-покровительнице. И это довольно интересная характеристика людей. И хочу вам сказать, что есть некоторые общеизвестные факты, но в основном это информация, которая доступна и дана не каждому. Это и мои исторические исследования, которые я за много лет проводила. Это и мое видение, это и жизненный опыт. И таким образом я разделила характеристики людей. Бывает, конечно, исключения, очень редко, но, как вы знаете, исключения, как правило, подтверждают правила. Я не буду сейчас объяснять подробно каждый знак зодиака, потому что для этого есть очень много книг, для этого есть сайты. Если кому интересна характеристика знаков зодиака, именно общие традиционные, они могут найти и прочитать. Но скажу пару слов и приступим к ритуалу. Объясню, почему та или иная стихия лучше подходит к знакам зодиака, и вы поймете, почему, например, у вас ритуалы, связанные с водой, работают не так сильно, а вот с огнем сильнее. Почему у вас ритуал с землей быстрее срабатывает, и ритуал с зеркалами сильнее срабатывает, чем, например, еще какой-то другой ритуал. Почему денежные ритуалы, где много свечей, у вас срабатывают быстрее, а у кого-то наоборот лучше срабатывают шепотки. Во-первых, наша генетика. Во-вторых, наша энергетическая совместимость с этими силами, духами. В-третьих, происхождение. В-четвертых, наш род, какой он был. Далее, стихия по нашему знаку зодиака. Боги-покровители. Это все играет огромную роль во всем этом. То есть, что называется магия. Итак, по каждому знаку зодиака буду снимать отдельно. Сами понимаете, почему. Потому что все-таки подробно нужно говорить, подробно объяснять. И тут в одной лекции это не сделать никак. Для того, чтобы было как можно более подробно и как можно больше информации, нужно отдельно снимать про каждый знак зодиака. Я постараюсь в ближайшие дни выложить для всех знаков. И очень прошу внизу не писать, а я вот такого знака, я иного знака. Не засоряйте эфир. Или а вы что скажете про тот знак? Все, что нужно говорить, я говорю в своих лекциях. Я заказы не принимаю. Я снимаю свои видеоролики не по заказу. Это меня скорее выводит из себя, чем что-то там помогает и подсказывает. Первый знак зодиака. Самый упрямый, самый такой, наверное, упертый знак – Овен. Хочу вам сказать, что знак Овна, вообще Овен считался священным тотемом у многих животных, извиняюсь, у многих народов, неправильно, у многих народов, хотел сказать, священным животным. И у многих народов изображался Овен как знак упорности, как знак силы, бесстрашия, храбрости. Овен, как правило, нападающий. Люди с таким характером, они очень вспыльчивые, но очень отходчивые. То есть они не злые, не добрые, но они очень
упертые люди, и нелегко их в чем-либо убедить, они во всем правы, и с ними разговаривать иногда и бесполезно, нужно дать им остыть и отойти. Овен с 21 марта до 20 апреля. Это овны. Буйный знак, очень очаровательный знак, привлекает своим напором, своими, знаете, горячностью. Знак огня. Женщины овны, покровительница богини Афина. Вы знаете, что Афина богиня, дарующая победу и, значит, богиня, покровительствующая искусством. И она дева, вечная дева, она интеллектуал. Это воинствующая мудрость. И, как правило, женщины овны, для них остро не стоит вопрос о замужестве. Да, в вопросах, скажем, половых каких-то отношений есть, но до первой половины их жизни, это 30-35 лет. Дальше у них карьера, это карьеристы. И если они за что-то взялись, они должны делать, знаете, как говорят, горит в работе, это про них. Мужчины, покровитель Арес, Марс. Естественно, нападающий, воюющий знак. И довольно жестокий. Жестокий знак, но хочу вам сказать, что их жестокость проявляется вне семьи. Вот это и есть самый главный плюс овна. Что чаще всего их жестокость и вот эта вот сила, напор проявляется вне семьи. В семье они, наоборот, спокойные. Могут иногда возникнуть такие вспышки, поскольку это огонь. Но в любом случае они как бы в семье любящие отцы и любящие мужья. Очень увлеченный взгляд. И если они начали борьбу, они обязательно должны победить. Они не завершат, пока не победят. Поэтому с овнами не стоит ссориться. Это некоторые овны могут пойти на все. И такое у них в характере присутствует. То есть для них есть такой момент, что нет никаких преград. Они могут и переступить через себя. Не стоит их провоцировать. Опасные они в этом отношении знаки. И овны, вот именно в ритуальной магии, лучше всего у овнов получается ритуалы, связанные с огнем, с огненной стихией. Значит, овну могут составить пару и ужиться с овном. Это близнецы, они уравновешивают его гнев. Весы, точно так же равновесие его гнева. И водолеи, которые тушат этот пожар постоянно. Вы знаете, можно к этому отнестись скептически, но время показывает и доказывает, что не просто так индусы перед тем, как заключить брак, смотрят на зодиак молодоженов. Если люди несовместимы, да, они могут прожить вместе, могут быть исключения из правил очень редкие, но в принципе, если люди несовместимы по знаку зодиака, это может закончиться несчастным браком. Поэтому относитесь к этому серьезно. То, что вам изначально кажется не очень важным, может оказаться самым главным в жизни. Овнам нравится не настолько красота, сколько живой ум. Овны ценят верность. Это прежде всего они очень болезненно переносят любое предательство, даже если им там это кажется. И они широкие натуры. То есть, если у них есть возможности, они не скупые натуры. Они могут одаривать всех, кто рядом с ними. То есть, родные, близкие и близкие по духу люди. Итак, это ритуал для овна. Другим не следует это провести, но если только тем людям, которые тоже любят стихию огня, можно провести, не навредит. Но
сильнее всего сработает у Овна. Почему я говорю именно ритуал для Овна? Еще раз повторяюсь, эти ритуалы может провести любой человек, если ему понравились, если они ему по духу близкие. Но сильнее всего сработает для Овна, потому что создано для Овна, и здесь знак огня фигурирует. Я здесь вот так немного покажу, как-то он не очень четко показывает огонь. Значит, что нужно вам делать время от времени для поддержания своей удачи? Вам нужно разложить на алтарь предметы роскоши, богатства, украшения, монеты. Можете поставить и фортуну, если хотите. Вам нужно разжечь свечи, то есть должен быть огонь. Изначально вам переведу еще раз слово «атрушан» означает жертвенник, священный жертвенник богов. Огненный жертвенник, естественно, это древнее слово, оно пришло к нам из древней Армении, Парфии, Персии. Там везде это слово часто встречалось. Так вот, мужчины, естественно, называют, здесь есть слово «я жрица», мужчины называют «я жрец», женщины, и, соответственно, жрицей себя называют, жрицей богов. В конце есть, значит, заговор на латине, обращение к священному огню. Все это вместе произносится. Все это вместе произносится 12 раз. Вообще каждый из этих заговоров желательно произносить 12 раз, как символ 12 месяцев года, чтобы эта удача сопутствовала каждый раз. Желательно Овну провести каждый месяц и в начале каждого месяца. Но если пропустит это время, не страшно, но желательно один раз в месяц провести, укрепить себя, усиливать и держать связь со своими знаками судьбы. Зажигаются свечи и произносится 12 раз данное заклинание. Вот следующие слова. То есть еще раз говорю, зажигается огонь, раскладываются, значит, предметы роскоши, богатства. Прошу внизу не писать, а если у меня ничего нет, значит, пока проведите до того момента, пока у вас наберется что-нибудь, что можно будет ставить на алтарь и провести этот ритуал. Стоит на золотой скале Атрушан богов. Огонь священный горит и пылает, земли до небес полыхает, небосвод мощью сотрясает. Я жрица богов. Встану у священного алтаря, огню поклонюсь и попрошу удачи. О ты, священный огонь, как ты разжигаешься, распаляешься, с земли до небес, сотрясая поднебесье, так и удача моя, чтобы множилась, плодилась и ко мне привлекалась. Со всего мира до меня добиралась, и у меня навеки оставалась. Благословляю я сей огонь, и богов благословляю, и всем силам мироздания кланяюсь. Клянусь перед Атрушаном богов быть благодарной за дары. Огонь священный, меня одари, меня благослови. Огонь мою дорогу озаряет, огонь меня над всеми возвышает. В огне горят и страхи, и неудачи. Очищает огонь мою душу и разум, и исчезают все сомнения разум. Отныне и до веку удачлив мой путь, и богатством усеяна моя дорога. Spiritus ignis, benedicat mi. Dami bona fortuna in negatio. Fortuna me subicite, sitita. Итак, сегодня я выложила для Овна ритуал, который будет помогать ему и вести его к удаче, к удачливым делам, к нужным людям и убирать с пути все препятствия.
И, естественно, я буду выкладывать для каждого знака. Пока что овнам желаю удачи. Еще раз повторяюсь, любой человек может провести этот ритуал, но сильнее всего сработает для овна. Всем удачи!